Прежде чем начать просмотр, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал убийцей авторских прав на Бусти, где я выкладываю все созданные мной серии без всяких ограничений. По скриптум. Код Гиас выкладываю без ограничений на Бусти в открытом доступе. Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Карги. И это уже 8-я серия Атаки Титанов. Битва за Трост, часть 4. Так. Слышно биение сердца. Биение сердца Готово. слышно. УПМ еще работает. И все клинки я отдал. Только оставь мне этот. Тебе он не нужен. Все-таки мне бы не хотелось быть съеденным заживо. Ну это да. Повторюсь. Ну, как же... Я с тобой. Армин, я не оставлю тебя здесь. Но... Титанов так много, что летать между ними с лишним грузом... Пойдем! А тросы ваши рассчитаны? Оставьте меня, Закрой рот. иначе по моей вине опять погибнут друзья. Закрой рот, Армин. Только вот как они его потащат? За собой. Тросы на это рассчитаны? Приспособления рассчитаны на двоих? Стойте! Послушайте, у меня есть идея! А это? Идея? Задача для двоих. Так что решать вам. Знаю, звучит безумно. Но может используем того Титана? Того Титана? Он нападает на Титанов. Мы с вами его не интересуем. Поэтому я подумал, что надо отвезти его к базе снабжения. Если он убьет других Титанов, мы сможем всех спасти. Отвезти? И как ты себе это представляешь, скажи мне? Да. Скорее всего, он повинуется инстинктам. Если вы двое убьете всех Титанов вокруг него, то он начнет искать новых. Он должен сам пойти к штабу. Идти на такой риск из-за одной догадки? Послушай, но если получится, мы разом избавимся ото всех Титанов у штаба. Стоит попробовать. И сами не будете, да, Ты подставляться. серьезно? Когда все равно ждет смерть, лучше хвататься за любой шанс. Да. Действуем по плану Армина. Сражаться вместе с Титаном против Титанов? Да, именно. Да-да-да. Будет смешно, если не выйдет. Да-да, это будет самое... Но успех спасет нас всех. Пора решаться. Либо самая тупая смерть, которую Ладно, так и быть, я понял. можно придумать, либо гениальный ход. Ну, Армин доказал свою полезность тем, что он Есть ли у меня право? умный. Право взять на себя такую ответственность? Слушай, Жан, вали оттуда. Вали, не смотри. Забей. Ты не виноват сейчас в этом. Вот он сейчас. Не так. Лови момент. Титаны ненадолго собрались там. У нас появился шанс. Угу. Правильно думаешь. Давайте! Бежим к штабу! Молодец, правильно. Да, это погано, фигово, гнида. Но так надо. Сейчас так надо. Давайте, валите. Сейчас или никогда. Все равно нам конец, если газ закончится. Правильно. Все вперед! На прорыв, ребята, давайте. Вперед. Красиво маневрирует. Ага, значит рассчитано. О, мутузит не по-детски. Куда, почему? Он орет как Годзилла, кстати, заметили? Вот у него прямо ор Годзиллы. Интересно, правда? О, классно отрезал палец и продолжил дальше. Прямо молодец, Жан. Жан! Спасибо! Мы убежали благодаря тебе! А то. Молодец, Жан. Все благодаря тебе! Я ведь говорил!
Прирожденный командир! Это уже как посмотреть! Ну это да. Давай. Грамотно. Ах. Копал вот это поймали. Забей, иди дальше. Не оглядывайся. Давай. Все. Долетел. На прорыв. Добрался. Ага, вот и остальные приехали. Раз, два, три. Что еще? Раз, два, три, четыре, Сколько 5, 6, всего добралось? 7. Семеро. Добрались Я 7. пошел по трупам товарищей. Нет. Сколько погибло по моей команде? Нет. Ой, это кто там? Прячется. И смешно, но потом внезапно жалко одновременно. Вы ведь из отряда снабжения? Ау. Не надо, Жан! Не Это надо. все они! Нет. Они нас бросили! Жан, не Из-за надо. вас столько людей погибли зазря! На базу снабжения ворвались титаны! Мы ничего не могли сделать! Вашим долгом было сделать хоть что-нибудь! Пригнитесь! Ау. Вот черт! Здесь слишком много людей. Скорее, внутрь! Толпой не пройдем! Куда подевалась Микаса? У нее давно закончился газ, и ее съели! Само собой. Такова реальность. Наверное, я видел лишь иллюзии и миражи. Я считал, что все понимаю. Если подумать, то все просто. Нам никак не победить таких громадин. Жан, ну все, он в шоке. Но он и так долго продержался. Что? Ноги вверх. Отсылка к Диснею и к Тому и Джерри. Что это было? Это был... Черт знает что. Микаса? Пронесло. В баллонах пусто. У нас вышло. Мы едва успели. Тютелька в тютельку. Так ты все-таки жива? Ну а то. Получилось, Армин! Твой план все-таки удался. Сработал. Ребят, тот титан-девиант. Он убивает других титанов. И на нас он внимания не обращает. Везуха. Если мы воспользуемся им, то сможем спастись. Воспользуемся Титаном? Сейчас мы все в афиге. Будто Титан нам поможет. Ну, Не помог. стоит и мечтать об этом. Он Это не помог. мечта. Неважно, девиант он или еще кто. Нам нужно, чтобы он бушевал как можно дольше. Пусть зачищаем. Пусть зачищаем. Вы же не можете. Для нас это самый реалистичный план выживания. Да. Пока сработало. Ребята, прочитаю в конце. И если вам нравится, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Красивый захват. Реально красивый. Он инстинктами, может быть, и действует, но почему-то он знает очень классно приемы. Хорошо. Этот титан сильнее среднего. Ух. И он мускулистый, кстати, очень. Такой спортивный. Пока он там беснуется, здание титаном не сломать. Так. Скажите, сколько вы знаете о том Титане? Вот спасемся и подумаем. Да, Точно. Сначала выберемся живыми. это верно. Нашли! Это запасы полиции. Эти покрытые слоем пыли. Оружие чем помогут? Сгодятся ли заряды с дробью? Будет ли вообще толк от этих ружей И вправду, да, у меня такой против же титанов? вопрос. Все же лучше, чем ничего. Если на складе все еще 7 титанов 3-4-метрового класса, то даже такой огневой мощи может хватить, чтобы всех их ослепить. Угу. Сначала на лифте с центральной части потолка спускается большая группа. Затем, когда 7 титанов повернутся к ним, они одновременно стреляют и ослепляют их. Угу.
Затем следующий миг решит все. 7 засевших под потолком сразу после залпа прыгают на слабые места титанов. Иначе говоря, этот план ставит все на одну скоординированную атаку. От на нее точно. зависит жизни нас всех. Необходимо, чтобы 7 людей одновременно убили 7 титанов. Чтобы все получилось, эти 7 должны быть самыми способными из нас. Ну, И Микаса. теперь я вверяю вам нашей жизни. Так что... простите. Да не переживай. Кто бы ни ошибся, погибают все. Риск один и тот же. Но это всего лишь моя идея. Неужели у нас нет варианта получше? Пока все срабатывало. Другого плана нет. Нету. И времени тоже. Это да. Лучше ничего не придумаем. Нужно только приложить все силы. Не бойся. Верь в себя. Ты умеешь выбирать лучший путь. Твоя смекалка спасла наши с Эроном жизни. Не может быть. Когда? Да, когда? Лифт готов! Как и ружья! Все заряжены! Ты просто не заметил. Поговорим позже. Чего? Но... сможем ли мы убить титанов без УПМ? Еще бы. В них всего 3-4 метра. Попасть в их слабое место просто. Да, неважно, большие или нет. Рубим всегда ниже головы, по затылку. Высота 1 метр, ширина 10 сантиметров. Или просто всади им меч в задницу. У них 2 слабые точки. Да ладно, впервые о таком Он слышал. прикалывается. тоже никогда раньше не слышала. Райнер, эти слова могут стать твоими последними. Да. Классно сказано. Ладно, давайте, ребята. Действуем красиво и грамотно. О, знакомый. Ау, сейчас представляете, они же как рыб, как червяк Хорошо. на крючке. Их все столько же. Это представляете, а? Ау, сейчас капец. Действуем по плану. Это прямо как в «Пиратах Карибского моря 2». Когда Уилл щупальца подходили, и надо было скомандовать огонь. Всем сохранять спокойствие. Дайте им подойти ближе. Спокойно всем. Мама. Вы представляете, какие нервы сейчас нужны, а? Ждем. Господи, даже у меня сейчас дыхание... Избегаем боя без преимущества. Если не хотим, чтобы кто-то погиб, решаем все одним ударом. Вы прикиньте, а какая концентрация нужна. Я задержал дыхание. Готовься. Огонь! Огонь! Давайте, ребята, вперед! Секир башка! Ну, Микаса точно... Да, ну она... Да? Оу, Саша, ты дура! Прошу прощения, что неожиданно набросилась сзади. Саша и Кони! Быстрее, помогите! Прикройте! Кто-нибудь прикройте их! А как они взберутся? Пожалуйста. Вот сейчас сверху, сверху! Во! А как она-то подпрыгнула так высоко? К слову. Микаса! Вы меня спасли! Нет, Микаса-то понятно, тот Ты не упал. ранена? Вашими стараниями! Тогда встань. Спасибо. Пожалуйста. Ну и ну. Ох, и рисковая же ты, Ани. Хорошо, что ты осталась цела. Мы всех уложили! Пополняем запасы! Получилось! Отлично! Мы спасены! Титаны сюда не войдут. Там буянит тот девиант! Надежда, Надежда. Я отступила перед Титаном. Да ладно. Как мне теперь всем в глаза смотреть? Потом тебя попрезираем! Сначала выбраться отсюда надо! Верно. Знаешь что? Я не гожусь в командиры. И не говори мне так больше.
У человека совесть есть. Пожалуйста, не злись и выслушай меня. Если честно, Жан, ты не силен. Именно поэтому хорошо понимаешь слабых. К тому же, у тебя получается быстро и верно оценивать положение. Ты ведь всегда точно знаешь, что нужно делать. Ты отдавал правильные приказы. Поэтому я побежал и смог выжить. Да. Все готовы? Выбираемся! Уходим все вместе! Быстрее! Это чудом ребята остались в живых. Микаса? Брошенные по факту. Что там? Микаса! Нужно торопиться! Тот Титан. Каннибализм. Его тело не восстанавливается. Я думаю, если разгадать загадку этого Титана, то ответ может стать ключом к выходу из нашего безнадежного положения. Согласен. Если они его сейчас сожрут, мы так ничего и не узнаем. Мы должны избавиться от титанов, которые его облепили, и сохранить ему жизнь. Ты в своем уме, Райнер? Мы же наконец-то спаслись из той западни! Ну что, если этот Титан станет нашим союзником? Ну, тебе не кажется, что он будет оружием помощнее любой пушки? Это да. Союзником? Ты серьезно? Это... тот Девиан, что съел Томаса! Ох. Ох, мама. Кстати, зеленые глаза. Ага. Увидел конкретно вот этого девианта, вот этого титана и... Ох, его. И психанул. Без комментариев. Ух, ё-моё, налогоплательщикам капец как. Придется раскошелиться. Где его говорите? Да, тут уже без вариантов. Тут уже не успеешь. Похоже, он выбился из сил. Хватит! Пора идти. Станет это чудовище нашим союзником, как же? Титан есть титан. Это расизм. Ну что там еще? С возвращением. В первый раз, когда я смотрел, я подозревал, но до конца не был в этом уверен. Но... С возвращением, с возвращением. Живой. С рукой и ногой, между прочим. Ну а то. Великолепная сцена. Она его потеряла и тут же обрела. Представляете, каково, а? Ау, как она... Сердце. Проверила сердце. Бьется ли сердце. Ау, это вообще... И как нас подвели к этой серии, к этому моменту, а? Мы узнали все, что Эрен для нее значит. Для нее Эрен это сама жизнь. И чё вы тут стоите? Довели. Донесли его. И рука, и нога в порядке. Эрен. Даже потерянные рука и нога на месте. Но ведь Эрена тогда проглотил Титан. Что же... Тогда произошло.
Получается, что Эрон вас всех спас. это все сделал Эрон? Вот так. Продолжение следует. Знаете, когда смотрел в первый раз, я был очень удивлен тому моменту, что главного героя вот так убили. Если честно, такое явное убийство главного героя, которое нам продемонстрировали парочкой серий раньше, это не совсем простое убийство. То есть нам ярко дали понять, что парень не просто, а реально умер. То есть все окончательно, без каких-либо сюжетных, режиссерских, красивых намеков. Но хвала создателю. Он великолепно, гениально заставил нас поверить в то, что он умер, и то, что он появился, также удивительно. Итак, традиционно начинаем со сведений, доступных нам на данный момент. Схема устройства пространственного маневрирования, часть 3. Турбинный механизм. Турбины вращаются под прямым воздействием газа. Мощность регулируется давлением газа. Сведения доступны на данный момент. Диаграмма размеров титанов. Итак, мы наблюдаем за стеной, это 50 метров. Колоссальный титан 60 метров. Титан, который вот такие, после него самые большими считаются, это 15 метров. Потом идут 7-метровые и потом 5-метровые. И потом, вот, если кто-то заметил, маленький человечек внизу стоит с лошадью и с пушкой. Итак, первое, если честно, что хотелось сказать, это Титан Эрона. Это когда он в роли Титана. Почему-то мне его голос напомнил рев Годзиллы. Рев Годзиллы. Может быть, это такой, не знаю, может, это такой тонкий намек, тонкая отсылка на японскую классику кинематографа, на японскую такую фантастику. Потому что, понимаете, в чем дело? Годзилла вообще, это очень философское, на самом деле, мифическое существо. Ну, как сказать, оно уже обросло философией, уже от фильма к фильму переходящей. Это, по факту, гнев всей природы. Гнев всей природы против человечества. Ну, так сказать. А одной серии назад Микаса сказала, что вот я видела в нем гнев самого человечества. Да, немножечко антонимы получаются, но мне кажется, что вот этот рев, это демонстрации силы, ненависти, гнева, мощи, природной силы, ну, в данный момент человеческой силы. И вот, мне кажется, вот такой маленький тонкий приемчик позаимствовали. Ну, а может и не позаимствовали, может быть просто совпадение. Но уж что, совпадение или нет, это работает в обеих случаях одинаково, этот рев, который призван внушать и одновременно и уважение, ужас и силу, и вдохновление, между прочим. Вдохновение. Ну что ж, вот видите, в данной ситуации очень многие, скажем так, курсанты, которые вот до сих пор даже, вот, которые остались на произвол судьбы, показали себя. Вот и проявились их способности, потому что в критический момент, что поделать, способности каждого, если они таковые и имеются, нужны. Армин себя показал великолепным теоретиком, великолепным стратегом, великолепным человеком, который может придумать очень оригинальные планы. А если этот план даже и не оригинален, он может придумать такой план, который максимально будет эффективен. Он очень творчески подходит к делу, он размышляет очень творчески, размышляет оригинально. Скорее всего, повлияло то, что в детстве он зачитывался книгами, которые, между прочим, развивали его мышление, потому что, вот если мы помним, он дедушкиными книгами увлекался, или, кажется, отцовскими с матерью книгами увлекался, где там описывался весь мир. У него фантазия очень сильно работает. И он прекрасно понимает, что мир не ограничен только стенами и только титанами. То есть невозможное есть повсюду.
Это в основном и помогло ему сейчас придумать данный план по поводу Титана, по поводу Девианта Титана-Эрона. Ну и ясное дело, очень грамотный план был, когда они опускались вниз с ружьями. Еще раз повторюсь, напомнила сцену из, господи, моей любимой части, на самом деле, «Пираты Карибского моря», часть 2, где Уилл Тернер взял командование над «Черной жемчужиной», когда на них напал Кракен, когда на них напал Кракен, когда щупальцы поднимались, он такой: так, спокойно, пушки стояли. Ждем. Так, спокойно. Ждем. Надо ждать. Готовься. Ждем. Огонь! Так, спокойно. Вот такая же тема, такая же нагнетание, такая же интрига, такой же прямо когда прямо дыхание, когда зависит прямо. Жизнь зависит от момента. Вот было такой же прием, такая же сцена была. И если эта сцена и употреблена правильно, в правильное время, в правильных руках, она всегда имеет очень классный эффект на зрителя. Я это на себе испытал, так что тут она великолепно сработана. И еще кое-что, да, я смотрел первый сезон, и сразу скажу, что некоторые мне намекали на то, что вот по-другому абсолютно смотрится. Многие мне писали, что смотрится абсолютно по-другому в моменте, когда ты полностью посмотрел с самого начала, да. Я, может быть, много чего не замечаю, но в данный момент я заметил одну вещь. Я, скажем так, не буду снова же спойлерить, скажу лишь вот как. Микаса, понятно, как добила Титана, а когда вот Саша не смогла добить, вот как тот упал, а они очень маленькие, так что Микаса вполне могла его добить. А вот Ани ударила 5-метрового Титана в прыжке. То есть он не упал. В прыжке. То есть как это она умудрилась прыгнуть так? И никто не заметил. Ну, ясное дело, никто не заметил, понятно почему. Но она так подпрыгнула. Ясно, да? То есть тут уже ясное дело. Ну и ясное дело, великолепная сцена, которые нас подвели, которые нас готовили, несколько эпизодов, которые нас готовили. Появление Эрона и Микаса полностью раскрылась, я не хочу сказать слово, с ума сошла. Она его обняла, она слушала биение его сердца, она поверила в этот момент, что он жив. Для нее вернулась смысл самой жизни. Она отчаялась уже, и вдруг вот появился перед ней тот человек, который подарил ей эту жизнь. Нас несколько серий к этому подводили. Это было просто великолепно. Ну и последнее, что скажу по поводу Жана. Жан также себя проявил великолепно. Великолепно проявил себя. Парень, да, он очень много думал, очень много сомневался, но он все-таки сумел взять себя в руки и заставить взять себя в руки других людей, которые смогли проигнорировать очень страшный ужас и смогли спасти свои жизни. Он очень великолепная личность, очень хорошая личность, совестливая личность. Он это понял, между прочим, только сейчас. Он переживает за людей, которых не смог спасти, но он забыл абсолютно о людях, которых спас. А он спас. Благодаря нему некоторые ребята сохранили самообладание, у них была точная цель, и они к этой цели шли, и они добрались. И они спаслись. Что ж, это была 8-я серия «Атаки Титанов». Благодарю, что смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал, группу ВКонтакте и на Бусти, где эта серия выложена будет абсолютно без каких-либо рамок, без вырезанной музыки, ну и так далее и тому подобное. Те, кто до этого момента досмотрел, прекрасно это знают. Удачи, увидимся уже на 9-й серии.